Всем привет! Сегодня мы узнаем, что таится под землями Москвы и как это строили. Почти все посетители столицы России наверняка слышали о удивительной красоте московского метро. Оно широко известно как самый дешевый и крупнейший музей столицы, который также перевозит до 9 миллионов пассажиров ежедневно. Об истории метро и его архитектурном великолепии написано много томов, но мало кто слышал о других подземных объектах Москвы, таких как метро-2, многовековой туннель под Кремлем или даже секретный город для нелегальных иммигрантов. Кремлевские туннели. Летом 1933 года двое молодых людей обнаружили вход в многовековой подземный туннель недалеко от красных стен Кремля. Освещая себе путь фонарем, они пробирались по туннелю, мужчины твердо верили, что находится на пути к открытию легендарной библиотеки Ивана Грозного с книгами в золотых переплетах. Вместо этого они нашли 5 скелетов, проход достаточно большой, чтобы мужчины могли протиснуться только по одному за раз, и ржавую стальную дверь, которую они не смогли открыть. К сожалению, мужчинам пришлось ждать 55 лет, прежде чем они смогли рассказать даже своей семье об этом удивительном открытии, потому что эту историю Иосиф Сталин, советский лидер того времени, не хотел, чтобы кто-либо знал, поскольку, по сообщениям, он опасался попытки государственного переворота буквально снизу. Только после прихода к власти Михаила Горбачева один из молодых людей, который был еще жив, инженер в отставке Аполлос Иванов, смог рассказать свою историю. Считается, что многие туннели были построены во времена князя Дмитрия Донского, который правил Москвой в течение 30 лет, начиная с 1359 года, и сумел на короткое время свергнуть татар. Подземные ходы служили связующим звеном с внешним миром и позже были обозначены советскими властями как путь эвакуации в случае осады Кремля. Со временем русские православные патриархи также прорыли туннели и соединили их с донскими туннелями, чтобы патриархи могли укрыться в обнесенной стеной крепости Кремля в случае вторжения. Историки также считают, что Иван Грозный спрятал в туннелях арсенал оружия. Некоторые из орудий были обнаружены в 1978 году, когда советские рабочие расширяли станцию метро. В дополнение к этому, многие из этих историков также утверждают, что правитель XVI века спрятал свою знаменитую библиотеку книг в золотых переплетах под землей. Хотя о существовании библиотеки впервые упоминается в документах периода правления Петра Великого, который начался в 1682 году, сама библиотека, как сообщается, так и не была найдена. Сталинское метро-2. Многое, что известно о московском метро-2, на самом деле неизвестно, а скорее предполагается, поскольку это все еще сверхсекретный проект, которым управляет Министерство обороны. Метро-2 — неофициальное название предполагаемой секретной подземной системы метро, которая проходит параллельно общественному московскому метро. Система предположительно была построена или, по крайней мере, запущена во времена Иосифа Сталина и получила в КГБ кодовое название Д-6. По слухам, протяженность метро-2 превышает протяженность общественного метро. Говорят, что он имеет 4 линии, залегает на глубину от 50 до 200 метров и соединяет Кремль со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности, правительственным аэропортом Внуково-2 и подземным городом в Раменках, в дополнение к другим местам государственной важности. В 1994 году лидер городской исследовательской группы «Диггеры подземной планеты» заявил, что нашел вход в эту подземную систему. Российские журналисты сообщили, что существование метро-2 не подтверждено и не опровергнуто ФСБ или администрацией московского метрополитена. За годы, прошедшие после распада Советского Союза, несколько официальных лиц выступили вперед и подтвердили, что действительно существует разветвленная сеть туннелей и аварийный командный центр на случай войны. Так это реально? Этого мы не можем сказать наверняка, хотя со всеми имеющимися доказательствами существования московского метро-2, безусловно, очень правдоподобно. Подземный город. В мае 2013 года московская полиция провела рейд в секретном подземном городе, полном подземных переходов, швейной фабрики, жилых помещений, кафе
кинотеатра и даже курятника. Находка была сделана полицией и агентами Агентства безопасности ФСБ и Федеральной миграционной службы. Подземный город был построен в бомбоубежище советской эпохи на западе города Москва. Когда полиция провела свой рейд, они обнаружили огромный комплекс, в который входили 122 швейные машины. В сообщениях описывалось, как жители подземного города производили иглы и лезвия для швейных машин. Помимо швейной фабрики, обеспечивающей круглосуточную работу нелегальных иммигрантов, полиция обнаружила кинотеатр, покер-клуб и еще одно помещение, оформленное как турецкое кафе, вместе с печью и жаровней. Более 200 нелегальных иммигрантов из Центральной Азии были обнаружены проживающими в секретных жилых помещениях. Таинственные экскурсии. Хотя все еще существует огромное облако тайны, окружающее само понятие другого московского метрополитена, несколько туроператоров предложите посетителям взглянуть на мир под Москвой. Река Неглинная, также известная как Неглинка, представляет собой подземную реку длиной 7,5 километров в центральной части Москвы и является притоком Москвы-реки. Протекает в туннелях под Самотечной улицей, Цветным бульваром, Неглинной улицей, Александровским садом и Зарядьем. Он такой же древний, как и сама столица, и первые упоминания об этой реке в старых хрониках совпадают с первыми упоминаниями о Москве. Несколько компаний предлагают туры по частям реки, которая считается одним из самых мистических мест в Москве. Тогда есть каменные шахты сияние-системы искусственных пещер, где для строительства города добывали известняк. Как и в случае с большинством таинственных подземных объектов Москвы, никто не знает точной даты начала строительных работ. По некоторым оценкам, их начали эксплуатировать в XVII веке. Затем, в советский период, здесь были выкопаны камни для укрепления взлётно-посадочных полос самолётов. Во время Второй мировой войны здесь располагался военный госпиталь, а позже сейсмическая станция. Общая протяженность системы пещер составляет около 19 тысяч метров, что делает Сияние крупнейшим каменоломенным рудником в Московской области и одним из крупнейших каменоломен во всей стране. Однако эта цифра неточная, некоторые проходы и люки засорены и все еще исследуются. 3 июня 1988 года энтузиасты подземелья вскрыли один из входов, и в 2007 году местными жителями и постоянными посетителями шахт была проведена масштабная реставрация. Экскурсии теперь организуются и здесь, и чтобы добраться до входа в пещеры, садитесь на автобус номер 439 от станции метро Домодедовская и выходите на остановке «Почта». Иосиф Сталин, безусловно, оставил след в Москве, как наземный, так и подземный. Все знают о его самом знаменитом подземном достижении — великолепном московском метро. Но подземное пространство Москвы также является домом для его бункера, гораздо менее известного места под столицей. Бункер Сталина расположен недалеко от станции метро Измайловская. Его строительство восходит к 1930 годам. Поскольку он планировался как резервный штаб Верховного главнокомандующего Советского Союза, он был соединен с Кремлем 17-километровым подземным туннелем. Как военный объект для личного пользования Верховного главнокомандующего, он требовал беспрецедентных в Советском Союзе мер секретности. Бункер не был широко использован до 1941 года, до начала Второй мировой войны на территории СССР. Затем его несколько раз посетил Сталин, прежде чем 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии. Историки утверждают, что Сталин никогда больше не посещал его. В 1996 году бункер был превращен в музей и открыл свои тяжелые двери для посетителей. Сам бункер относительно небольшой, в нем есть только самые необходимые помещения: конференц-зал, офис, комната отдыха, кабинет генералов, складские помещения и столовая. На самом деле, в Москве есть два бункера. Другой — это бункер 42, также известный как Музей холодной войны Москвы, построенный рядом со станцией метро Таганская, примерно 20 лет спустя, в разгар холодной войны. Вход в него замаскирован обычным домом XIX века,
за стенами которого скрывается цементный цоколь 6-метровой толщины. Сам бункер расположен на глубине 65 метров, что эквивалентно 18 этажам под землей, на том же уровне, что и кольцевая линия метро. Так близко к метро находятся не только смежные туннели, но и грохочущие мимо вагоны, наполняющие бетонные проходы множеством стонущих шумных звуков. Выведенный из эксплуатации и проданный на аукционе, этот бывший военный пункт связи в настоящее время является музеем, посвященным Холодной войне. В комплекте с помещениями КГБ сейчас это место для репетиций хэви-металлических групп, сиренами рейдов и километрами туннелей — это настоящий опыт. Гиды играют роль офицеров КГБ, а все экспонаты очень практичны. Не рекомендуется для страдающих клаустрофобией, но определенно для любознательных и изучающих историю.